Вот такой обалденно вкусный ужин я себе приготовил. Тушеная курица с овощами в духовке, фруктовый кисель со взбитыми сливками. Выглядит аппетитно, получится обалденно вкусно тоже. А если вы желаете узнать, как я это все сделал, оставайтесь на моем канале, я все покажу. Всем приветик, добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню, время готовить. Так получилось, что последнюю неделю я сильно был приболевший. Даже 5 дней я ничего готовить не мог, и пару дней даже не мог вставать с постели. Все мы люди, все мы ходим под Богом. И никогда никто не знает, кто кого как прихватит. Ну, как вы знаете, я инвалид, у меня уже свои болячки есть, но это у меня, я считаю, что был весенний вирус. Кто-то, наверное, из моих принес с улицы и наградил меня этим. Даже сегодня утром я уже встал, намного лучше себя чувствовал, еще голос не тот, еще кашляю. Готовить надо, а последние дни моя семья готовила и меня кормили. Так что был какой-то маленький перерыв для меня с кухни тоже. Сегодня я решил сделать в духовке тушеную курицу с овощами. Это делается очень легко, но в то же время это обалденно вкусное блюдо. И на сладкое мне что-то захотелось сделать яблочно-изюмовый кисель со взбитыми сливками. Иногда некоторые делают просто компот, яблоки с изюмом, а я предпочитаю кисель, оно более такое вязкое, и я думаю, что это хорошо пойдет для моего горла тоже. Итак, мое блюдо сегодня – тушеная капуста, тушеная курица с овощами в духовке и кисель со взбитыми сливками. Посмотрите, может быть, я вам подкину идею сделать то же самое или что-то наподобие такого, почему бы и нет. А чтобы время терять, покажу, что и как я буду делать. Итак, здесь у меня такая здоровая чугунная посудина. Все мы сейчас будем складывать сюда. У меня здесь 2 куриные ножки. Сейчас я режу пополам. И отправим туда в посудину. Примерно так сложим сюда. И также сейчас мы будем овощи нарезать и сразу отправлять сюда в посуду. Из овощей у меня уже картошка почищена, вымыта. Картошку оставим крупную. Все овощи будут крупного размера. Примерно картошку так пополам буду разрезать и так кидать в посуду. Так, сейчас чугунок поближе поставим. Так, я возьму морковку, тоже по-крупному так порежем. Так, здесь я возьму половину капусты. Честно скажу, мне нравится конусообразная капуста, она более сладкая, чем круглая белая капуста. Так, я возьму сельдерей, 2 сельдерея тоже по крупному разрежем. Возьму луковиц, тоже по крупному разрежем. И отправим по крупному туда в чугун. Взял 1 томат, тоже по крупному разрежем.
Так, здесь у меня немножко кориандра. Так. И сверху так. Так. Здесь у меня один розмарин. Сверху положим. Очень приятный такой вкус он даст. 2 лавровых листа. У меня лавровый лист растет в саду, так что это свежий лавровый лист у меня здесь. Горошек, перец. Душистый перец. Так как кусочки курицы у меня маленькие, чтобы вкуснее все было, я немножко посыплю куриным бульоном. Но это не обязательно. Так. Добавим порошок чеснока или свежий чеснок, если есть. И зальем водою. Я же не посолил. Сильно много солить не буду, потому что куриный бульон сам по себе соленый. Лучше не досолить, чем пересолить. Все добавляю на глаз. Так, воды примерно наполовину овощей. Итак, теперь я накрываю и отправляем в духовку 180 градусов на 1 час. Пускай так и тушится там. Итак, для киселя я взял 2 яблока. Делил уже сердцевину, так меленько порежем слегка. Здесь я взял маленькую кастрюльку такую. Примерно 2 литра здесь у меня на кастрюлька, это маленькая. Сюда добавляем изюм. Примерно так. Теперь 3/4 воды заливаю. Сахар добавляю по вкусу. Примерно так. Я уже знаю, сколько пойдет. Отправляю теперь на плитку, как закипит, пускай минут 5-10 поварится, и мы за это время сейчас приготовим крахмал. Так, у меня здесь немножко заканчивался крахмал, здесь, наверное, 1/4 ложки будет. Так. И сейчас, наверное, еще 1,5 ложки крахмала сюда добавлю. Я пользуюсь кукурузным крахмалом. Здесь разницы нет никакой. Сейчас разведу водой, как там закипит, значит, все это пойдет в кисель. Сейчас все это сделаем. Конечно, перед тем, как вы туда добавите в кастрюльку, вы еще должны как следует все перемешать, потому что крахмал имеет свойство оседать на донышке. И когда вы добавляете в кастрюлю горячий раствор, то, конечно, вы должны помешивать, чтобы равномерно все перемешалось. Вот так. А мы теперь займемся со взбитыми сливками. Для сливок я буду пользоваться... здесь у нас Double Cream, это очень жирные сливки, специально для взбивания. Добавлю сахар по вкусу. Я примерно знаю, сколько мне надо сахара сюда. Вот так. И взбиваем. Итак, сливки у меня взбились. И сейчас это отправлю теперь в холодильник.
Единственное, что кисель вы должны подавать в холодном виде со сливками. Если вы подадите кисель горячий и сливки сверху, то сливки у вас просто растают. Итак, кисель мне хорошо кипит. Вот, смотрите, какая прелесть. Теперь я помешаю крахмал. И крахмал постепенно помешиваем и добавим все сюда. Также я же попробовал на вкус. На сахар мне достаточно там сахара, то, что так как и надо. Как видите, все уже загустело. Вот примерно так и должно быть. И дадим минут 5 так покипеть. И тогда можно будет выключать газ, остудить и подавать в холодном виде со взбитыми сливками. Ну, вот такой финальный результат получился. Тушеная курица с овощами в духовке. Еще добавил зеленый лук сейчас. И на сладкое сделал яблочный кисель с изюмом. И подается с взбитыми сливками. Итак, сегодня с вами поделился еще одной идеей, что можно приготовить на обед или на ужин. А именно я сделал тушеную курицу с овощами в духовке. И также на сладкое блюдо я сделал кисель с взбитыми сливками. Все это обалденно вкусно. Я надеюсь, что сегодняшнее видео вам дало какую-то идею сделать то же самое, что-то наподобие такого, почему бы и нет. А на этой аппетитной ноте хотелось бы прощаться, пожелать вам самого наилучшего. Берегите себя, берегите друг друга. Всем крепкого здоровья, всем мирного неба, приятного аппетита и пока-пока.